Приветствую, друзья! Различных моделей внутриканальных наушников сегодня выпускается целое множество. Но все их объединяет один недостаток. Их обязательно нужно закручивать за уши. При этом есть просто масса людей, желающих прикупить себе что-то со старой доброй прямой посадкой. Похоже, компания Wiser таки услышала наши чаяния и выпустила свои новые динамические наушники BS1. Стоят они недорого, имеют как встарь несменный матерчатый кабель, зато излучатель туда поставили аж на 13,6 мм. Ну а как они в деле, нам и предстоит с вами сегодня разобраться. Собственно, поехали. Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с изображением модели и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 18 Ом и чувствительность 110 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, небольшую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, простенькую такую сумочку для переноса из водоотталкивающей ткани и два набора силиконовых амбушюр разного типа и размера. Кабель тут, друзья, как говорится, на свои деньги, зато в матерчатой оплетке с прямым металлическим штекером на 3,5 мм. Отсоединить, к сожалению, его никак нельзя. Конструкция цельная, зато многих порадует возможность использования модели как с прямой, так и с заушной посадкой. Сами чашечки здесь тоже выполнены из металла с довольно широким отверстием для компенсации на внутренней части и дополнительной вентиляционной решеточкой сзади. Звуковод по размерам средний, как полагается, с выступом для удержания амбушюр и защитной сеточкой. Выглядят наушники, на мой взгляд, неплохо, посадка комфортная, да и амбушюры тоже в комплект нам подобрали достаточно приличные. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно стандартный по величине импульс, чуть ли не критические расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие всего 0,5%, что очень даже неплохо. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 78 и 98 миллисекунд, вообще без каких-либо значительных возмущений. По ЧХ мы имеем подъем низких частот на 4 дБ на правом канале или же даже прогиб на 1 дБ на левом, после чего идет почти хармоновское выделение области разборчивости и дополнительный пик около 8 кГц для усиления резкости звучания. Самый же верх тут оказался задвинутым на задний план. Вообще говоря, странный получился, на мой взгляд, график. Басы подчеркиваются только лишь в правом ухе, а верха тут вообще задвинули назад. И если первое можно смело списать на контроль качества, то второе, очевидно, это такой продуманный ход от инженеров компании. По своему же характеру наушники Wiser BS1 имеют знакомый всем тюнинг, приближенный к хармоновской кривой. Благодаря 13,6 мм динамику мы получаем небольшое такое аналоговое смягчение, хороший вес на всем частотном диапазоне и легкий акцент на выразительности и мелодичности. А из-за настройки все это дополняется еще и с сухой нейтральностью, с неплохим таким уклоном в четкость и прорисовку нюансов. Впрочем, есть тут еще одно, друзья, пространство для маневра. При установке на наушники амбушюр с узким сердечником мы получаем немного такой прижатый нижний бас, усиленный акцент на нейтральности и чуть подсвеченные средние частоты с вокалом и различными лидирующими инструментами. Если же установить насадки с широким сердечником, то количественно баса станет ощутимо больше. Мы получим дополнительную глубину, объем, чуть приближенную к слушателю сцену и возросшую передачу эмоций, заложенных в самом треке. Это все, конечно, не тотально, но на слух, друзья, очень даже заметно. Разбивая по частотам, баса здесь достаточное количество. Он теплый, в меру текстурный, с приятной массой и основным упором на верхнюю их часть, где неплохой буст получают партии ритмических инструментов. Серединка, вообще говоря, ближе к нейтральной, однако динамический драйвер компенсирует эту особенность настройки при помощи собственного объема и подчеркнутой музыкальности. Высокие, как я уже не раз упоминал, увели на задний план, тем самым чуть сместив баланс в сторону низких частот. То есть резать, пилить или звенеть тут, друзья, особо нечему. Сама же сцена, думаю, из-за особенностей настройки, получилась очень достойной в ширину и немного зажатой в глубину, отчего любая акустически сложная или мультиинструментальная музыка, скорее всего, мимо. Что-то требующее серьезный подъем на басу или же повышенную мелодичность, на мой взгляд, тоже.
Wiser BS1 неплохо способны передать, например, старый клубный джаз, блюз, соул, более-менее скоростной металл, большую часть нетанцевальной электронной музыки, рок и что-то акустическое, авторское. На гитарных аккордах Мэг Майерс я даже, признаться, подзавис. Комфортное такое подсушенное звучание с легким акцентом на выразительности, добротной разборчивостью и притемненной подачей. Мне лично это напомнило старые кассетные магнитолы от Sony. Было в них вот что-то схожее по восприятию. Ни в коем случае, друзья, не идеал, но для ценителей наушников с прямой посадкой особо и выбирать не из чего. В качестве источников к ним лучше подбирать что-то достаточно музыкальное, в ту же копилку аналоговый выход вашего смартфона или же планшета. Все это годится. Сравнить же героев обзора можно, разве что с Tangent Ola, где последний заметно выше по уровню, но и стоит в 2 раза дороже. Wiser же превосходит Tangent исключительно в плане своей музыкальности. Динамик сюда поставили, на мой взгляд, очень достойный. Итогом, динамические внутриканальные наушники Wiser BS1 порадуют вас той самой удобной прямой посадкой, неплохим внешним видом, амбушюрами, которые реально влияют на звук, и тем самым любимым многими меломанами хармоновским почерком. Звучат наушники с одной стороны сухо и нейтрально, а с другой с достойным весом по всему частотному диапазону, заметно прижатыми верхами и чуть подсвеченной выразительностью. В микронюансы наушники, естественно, не уходят, образы строят достаточно крупные, притом довольно круто отрабатывая различные скоростные тяжелые жанры. Из минусов назову лишь несменный кабель, расхождение на низах между левым и правым каналом, почти забытое раздражающее чувство, когда кабель трется об одежду, и открытую конструкцию самих наушников. Окружающие говорят, что все очень даже слышно. Как к наушникам за $26 особо придираться к ним не вижу никакого смысла. Если у вас есть денег побольше, рассмотрите старшие модели от производителя. Ну а если чашу весов перевешивает посадка и низкий ценник, уверен, Wiser BS1 будет чем вас приятно удивить. По мне же это тот самый звук крутых музыкальных центров из 90-х. Там тоже все было так подсушено, чутка размыто и в меру технично. Ну а на этом у меня все. Это были динамические наушники Wiser BS1. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.